Мы что, правда собираемся делать обзор? Только не говори, что еще рано. Ну, прошло ведь всего 6 лет, есть еще время подготовиться. Да, само собой. Только пока ты соберешься, весь мульт закончится. Но ведь перед тем, как критиковать другой мульт, нужно Да создать погнали свой. уже! Хочу всех оскорбить и обидеть. Дримофрения. Мультсериал, рассказывающий историю сноходцев. Людей, что буквально путешествуют по миру осязаемых снов. Дримланду. Спасают местных жителей от кошмаров, только физических. Сам этот мир, насколько можно понять по мультсериалу, не ограничен. В этом мире может быть абсолютно что угодно, от обычного ночного города с множеством мирных жителей до диких джунглей, населенных злыми хорьками. Сам мультсериал был разработан Хэллоуиз при поддержке своей маленькой команды. И, естественно, не без моральной помощи подписчиков. Скажу свое общее мнение в самом начале, ибо многие не любят длинные видео, а этот ролик дальше будет состоять чисто из разбора всех серий и моего мнения на их счет. Если вам наоборот такое нравится, милости прошу. Ну, или если вы по какой-то причине не желаете смотреть сам мульт, а просто хотите послушать пересказ проекта. Смерть — это смешно. Данная вещь подойдет для тех, кто любит жанры фантастика и приключения, где в каждой серии герои могут попасть куда угодно, даже туда, куда не планировали. Могут встретить различных существ, населяющих мир снов. О самом этом мире. Лично для меня это необычная идея, когда есть вот такой осязаемый мир с нашими снами. Обычно это могла бы быть просто одна серия, где персонажи попадают в разум человека. Но тут целый сезон на этом построен. Главные герои создают хороший контраст. Хоть и не без изъянов, о которых еще поговорим, но их взаимодействие с друг другом мне импонирует. Я люблю такие типичные тропы, где ребятам приходится работать в команде с абсолютно не похожими на них людьми. Оттого интересно, чем вообще это может закончиться. Вангую, что ничем хорошим для самих героев, но вот для истории будет сочно. Анимацию и стиль я еще подробнее затрону, скажу лишь, что она мне нравится. Ребят, для всего одного аниматора это, мне кажется, пушка. Насчет саундтрека ничего много сказать не могу, вам надо самим послушать. Если вам не лень использовать субтитры, а мульт у нас не на русском языке, я правда советую его глянуть. Посмотреть, куда будет двигаться история и куда в конечном итоге герои придут. Да и просто понаблюдать за прогрессом автора, если вы сами хотите начать делать подобный проект. Это тот самый случай, когда ты видишь, что человек может, хоть и с маленькой командой, но все-таки сделать свой собственный мульт. Бюджетный, но зато очень свободный и креативный. Что ж, переходим к части пересказа и моим мыслям. Иногда буду вставлять свои недовольства по тому или иному событию, но основная критика будет ближе к концу. Часто историю начинают с рассказа о самом мире и его условностях, что и сделано в первой серии. А всего у нас есть 13 эпизодов. Кстати, насчет ГГ. Лиандра. Самый новый сноходец. Возможно, в этой серии она впервые попала в мир снов. Хотя на это мало что указывает. Нет моментов, где она бы задавала вопросы или же думала, что это все равно сон, и на следующий день никакого Дримланда не будет. Я не могу умереть. У меня столько планов. Это тот самый персонаж, который по началу обретения своих новых способностей ничего не умеет, постоянно лажает и по большей части мешается под ногами других героев. Довольно трусливо, излишне эмоционально. Зато из-за своей впечатлительности может с большой серьезностью относиться к своему любимому делу. Что в том мире она не особо много общается с другими, что в этом ей трудно найти точки соприкосновения. Она еще и, кстати, творческая личность. О родителях Ли очень мало сказано, только прям самый основной факт. Они существуют и ходят на работу. А с тоской девушке помогает справляться ее кошка, Мочи. Да когда уже я появлюсь? Постой, тут есть еще один персонаж. Дед. Рассказчика вначале зовут Ключником. Или, если без перевода, Кипером. Он наставник для сноходцев. Типа. Дает всю основную информацию и имеет свой чекпоинт, в котором могут находиться все герои. Насчет обучения сноходцев ничего в мультсериале не говорили и даже не показывали, ибо этот персонаж редко появлялся в кадре, так что непонятно, он им только за теорию поясняет или же не против и на практике что-то воздвинуть. Вообще он довольно мутный. Сука, хитрый хуй. Хоть дед и довольно гостеприимный и добропорядочный, пинка под зад не пожалеет дать. А учитывая теперешние обстоятельства в Дримленде, он будет их давать еще больше. В данный момент в мире снов начали все чаще появляться кошмары. Ну и прикол в том, что сноходцы, которые должны с ними сражаться, не выходят на связь. Но пока сильно паниковать не стоит, у нас есть ключник. Он, так сказать, закрывает щели между нашим миром и миром снов.
чтобы кошмары не докучали людям и в реальном мире. Есть одна хорошая деталь, правда, по какой-то причине здесь об этом не упоминается. Ключник не может уходить далеко от своего спауна, а потому-то и нуждается в помощниках. But I'm not sure I can do it. Окей. Чё? В общем, молодого сноходца вышвыривают сражаться с кошмарами, окочурившимися неподалеку. При этом, не сказав, как с ними сражаться, но, как оказалось, Леандра уже вроде и так знала, как это делается. Короче, как вы поняли, с начальной серией нужно поработать. Но сразу скажу, что такое невнятное впечатление производят только как раз первые серии. В дальнейшем с повествованием все куда лучше. Сноходец отыскивает этих тварей, или они его. Я на вкус, быть может, баба, но на вид я динозавр. Появляется еще один главный персонаж, вообще полностью противоположный Леандре. Этакий антигерой, скорее геморрой. Лу — это тот самый персонаж, что удостоился чести быть наставником главного героя. Хотя вообще этого не просил. Эта девчуля просто не знает пощады. Она нахальная, вспыльчивая. Эгоизм разбух, как у тебя недоделанных долгов. В Леандре, конечно, были свои плюсы и минусы в характере, но вот у второго главного героя пока представились только минусы. Разве что к положительной стороне можно отнести и храбрость. В следующей серии Леандра примет девушку за местного кошмара. И не без причины. Но Лу оказывается таким же сноходцем, как и главный герой. Вот, кстати, о Лу в рассказе вообще ни слова не было, только предпосылки. Оттого в этой сцене она и интереснее. Мы узнаем ее характер просто по ее лыбе. Компания возвращается в сторожку. Ключник как раз сообщает о главном сюжете сериала – восстановить баланс между миром снов и реальностью. Как именно он все это планирует делать, непонятно. Скорее всего, для начала нужно будет найти оставшихся сноходцев. В будущих сериях Лоу упомянет, что их всего 6, не считая Леандру. Ключник предлагает этим двоим на время объединиться, что не очень-то радует динозавра. Как говорит дед, такое сближение миров уже когда-то было. То есть он, по сути, знает чреватые последствия и поэтому так сильно рвется все восстановить. В ходе шантажа Лу все же соглашается. А нам акцентирует внимание на некую сделку между динозавром и дедом. Типа он хранит ее личную информацию, а ей, в свою очередь, придется перешагнуть свое эго. В противовес Леандре Лу очень сильно находится и, по сути, вместо ключника может обучать нашу булку всяким магическим пируэтам. Самое главное, какая ей вообще из этого выгода. Дед, конечно, хитрый, сбагрил свою работу. О, ты хитрый пес. Классический троп с дуэтом противоположностей. Очень много старых произведений на этом основывались, не говоря уже о новых. Существуют даже проекты, где главный сюжет это и есть противоборствующие стороны. Как с этой сюжетной фишкой справляется Дерьмофрения? 50 на 50 с моей стороны, потому что если поставить героев на условные весы, то превалировать будет Лу, а должно быть как раз все поровну. Лу банально интереснее как персонаж. У нее просто багаж минусов, связанных с характером, но у Леандры минус именно в ее персонаже как таковом. Да, она приятный человек, но само по себе не так интересно зрителю. Вот я сейчас подумала и дошла мысль до того, что по сути главный герой Ли не особо важна в истории, хотя казалось бы, что важного в сюжете она сделала, основываясь опять же на 13 сериях. Она услышала, что кому-то нужна помощь, предупредила остальных. Донесла один артефакт. Почти растопила из ледяного заточения одного сноходца. Последние два случились, потому что динозавру было просто лень делать это самому. Ну, что-то маловато для одного из главных героев. Что уж говорить, даже сами персонажи подмечают, что она бесполезна. Ну да ладно, пока что говорит об этом только Лу. Потом, может, еще кто-то подключится. Эта ситуация мне напомнила тех самых критиков начинающих художников, которые вместо того, чтобы как раз указывать на пробелы, они обсирают человека. Единственное, что в Ли и Лу общее, это желание спасти мир снов. Лу сильно находится и, по идее, уже давно путешествует по Дримланду и много чего о нем знает. Мне кажется, как минимум она должна была привязаться к этому миру, чтобы захотеть его спасти. Леандра, как выяснится из 5 серии, хотела бы всегда быть в мире снов. Хоть и с некоторыми нюансами, ходящими вокруг. В 3 серии Лу решила научить Леандру фармить экспириенс, надирая зад кошмаром. Пока они летят над городом, кстати, сцена вкусная, Лу поясняет, что хоть они и спасают жителей от тех тварей, сноходцев здесь боятся ничуть не меньше. Just get used to it. The more you do for them, the more suspicious they become. For some of them, we're even more dangerous than nightmares.
Тут у нас есть предпосылка к спин-оффу Дримофрении, а именно веб-комиксу, который нам рассказывает уже об обычных жителях мира снов, да не просто жителях, а тех, кто агрессивно настроен против сноходцев. Мне кажется, этот диалог может быть и предпосылкой к будущему конфликту. Лу будет сомневаться, а нужно ли ей вообще помогать тем, кто ее на дух не переносит. Смогут ли ее просить после всего того, что она делала. А я думаю, в Дримленде она персона известная, но далеко не по хорошим причинам. Дримленд, как уже было сказано, это мир осязаемых снов. Это место поразительно чудовищно. Пока не до конца понятно, сноходцами становятся случайно или же из-за каких-то обстоятельств, типа из-за одиночества или чрезмерной фантазии у человека. Сноходцам дана невообразимая сила, ограничивающаяся лишь их фантазией. И фишечка в том, что создатель дал персонажам гармоничную этой силе слабость. Буквально слабость. Герои быстро могут растратить свою выносливость и, возможно, даже во время битвы случайно попадут назад в наш мир, не рассчитав, насколько их магии еще хватит. А в нашем мире они после такого будут как овощи. Насчет их бессмертия в мультсериале ничего не говорится, но предположим, что умереть они там не могут. Есть и в мире снов такие индивиды, как кошмары, непонятные черные субстанции, которые способны распознавать страхи людей и тем самым пользуются этим. Черт его знает, откуда они такие берутся. Ходит теория, что, возможно, эти твари и есть сноходцы, только обезумевшие от своей силы. Но все эти теории пока что из разряда «а что если?». В следующей серии из-за своей неосторожности в драке Булочка уже изрядно подбешивает динозавра, на что вторая с помощью своих сил отправляет ее в реальный мир. Какая же я мразь! Еще, кстати, Лу иногда ломает четвертую стену. У меня уже ни одной нет. У фанатов есть теория, что мы уже и так знаем, кто Лу в реальной жизни. И она уже даже знакома с Леандрой. Если вы скажете ему нет, он же понимает, что вы к нему вернетесь, сука. Он смотрит на вот этой ехидной, вот этой вот улыбочкой своей, вот этой вот звериной, говорит, и понимает, да куда ты денешься, сука, да ты уже по мне угораешь. Ты хочешь, чтобы я был под тобой. Ну как иначе-то может быть? Кто может составить мне конкуренцию? Никто. Еще аргументом можно назвать то, что кошки могут спать хоть весь день, а значит Лу такая сильная банально, потому что постоянно находится в Дримленде. В следующей серии, а именно в 5-й, нам в основном показывают обычную жизнь Леандры. Ничего особо интересного, кроме котейки и внезапно сновидений. Девчуля попадает в какое-то заснеженное пространство, где мы слышим чей-то голос, кричащий о помощи. А еще видим какого-то титана. Но уже тут Ли просыпается. Все происходящее она рассказывает ключнику, и тот упоминает еще одного сноходца Фелицию. Мол, возможно, с ней что-то случилось, и именно она звала о помощи. Дуэт снова летит по Дримленду, и опять вкусная сцена. По пути Лу типа врет на вопросы Ли, что Фелиция вообще злая, старая, страшная. Девчуль, да ты себя описала. В общем, пока герои падают фиг знает куда, освещу еще одну мысль. У мульта есть два пути того, как могут развиваться отношения между девчонками. Первый классический путь. В конце концов, главные герои поладят, и Лу будет хоть немножко стыдно за свои буллинги. Ведь любому герою в истории нужно хоть немного меняться, при этом оставаясь самим собой. Второй путь. Герои даже в конце не будут ладить. Да, они определенно пройдут много приключений, возможно, даже найдут какой-то общий интерес, но в конечном итоге им не обязательно это быть друзьями. Такой ход событий даже интереснее, чем просто если бы герои стали дружить. Возможно, они даже станут врагами. В 7-й серии... Забыла! Что? То есть, там еще один персонаж Да есть. ты задрал! Очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Кто такой мистер Р? Кто он такой? Персонаж часто тусит на заднем плане и не особо общается с другими людьми. Ну, кроме, наверное, ключника. И вот его имя, мистер Р, даже не упоминается в самом мульте. Да, его, конечно, можно узнать из титров или посмотреть один из асков, где информация о персонаже больше, чем в самом мультсериале. Как понять, что вы душнила? Давайте в этом обзоре я не сильно буду на нем зацикливаться. Поговорим о персонаже, когда он больше будет взаимодействовать с остальными. Ну и когда его назовут мистером Р. За первую серию мы не узнали всю биографию о Перси, что он ел, во сколько срал. В 7-й серии девчонки очухиваются привязанными к красивому деревцу. Дерево. Насколько я поняла, это племя хорьков, только магических и с прикольными рожками. Здесь их называют зугами. Они всей своей тусой собрались принести наших девушек в жертву тому самому дереву. Это растение для них очень важно, ведь как раз из него они и вылупляются. По крайней мере, так было сказано в хрониках Дримофрении. Парочка видеоматериалов о лоре Дримленда.
И дерево для них, считай, как мать, а дети периодически приносят ей всякие дары. Ведь сама старушка сдвинуться никуда не может. Напоминает всю концепцию со сноходцами и ключником. Вообще здесь не столько сами слуги угарные, а сколько их предводитель. Такая злая, истеричная мадама. Всех под себя положит, еще и наорет своим писклявым голосом какой-то мудак. Лу говорит, что им никак не выбраться. Ну да. А приструнить этих маленьких засранцев мог только один человек. По лицу девушки можно подумать, что вспоминает она его с грустью. Ну и пока Ли висела и тупела, Лу уж давно выбралась. Булка, конечно, охерела от таких сценарных поворотов, так что просит о помощи. Но динозавр уже явно устал от нее, поэтому решает оставить Ли прямо здесь. Скотина. Но решение девчонки изменилось, как только Лиандра пообещала сделать все, что то и угодно. Как мы уже поняли, сделки в этом мире играют важную роль. Лу нравится, когда ее хвалят, при этом еще унижая себя. Скорее всего, это еще аукнется в будущих сериях, точно не в пользу рыженькой. Девчонки дают дёру и натыкаются на новых чудо корги-тавры. Типа смесь людей и, очевидно, корги. Come down, Gustav. I think I know them. What brought you here, Dreamwalkers? На них не особо много времени уделяется в этом моменте. Хотя, думаю, эта встреча просто предпосылка на будущего персонажа. Пока Зуги и Крагитавры начинают вести светские переговоры, ибо динозавр всех заскамил, ГГшки наконец сбегают. Вообще, довольно странная часть вот с этими племенами. Я думала, нам прям всю серию посвятят насчет быта зугов, или как раз их вражды со всеми другими жителями леса. Но нет, герои попадают к ним в плен и выпадают через минуты 3. Еще смешнее от того, что здесь серия как будто разделена. Ой, я еще поговорю об этом, вы не переживайте. Под конец первой части мы ждем интересного Махача, а под начало второй, как-то не до драчки, господа. Они летят и наконец-то находят во всех этих сугробах сюжета интересное строение. Как только они заходят внутрь, оттуда сразу вываливаются крысы. По всему зданию развешаны какие-то инструкции с этими животными, всякие большие колбы, внутри которых вообще зародыши находятся. Кстати, как только динозавр и Булочка заходят в главный, так сказать, офис, Лу морщится. Видимо, она уже знакома с этим местом, и от него у нее не самые приятные воспоминания. Возможно, это даже не из-за самой лаборатории, а ее владельца, Фелиции. Из записи компьютера мы наконец-то видим и слышим хозяина всех тех крыс, Уфелшмерц. Девушка заявляет, что сегодня она наконец создаст Мой самовзрыватель НАТО! Но, к сожалению, дальнейшую запись мы не видим, так как серия заканчивается. В смысле, так как свет вырубили. Герои пошли искать источник энергии, но по пути встретились с Реми и Спринтером. Лиандра пытается кастануть себе оружие, и у нее даже почти получается. Но, мне кажется, был бы намного круче эффект, если Булочка и до этого пыталась что-то такое наколдовать. То, что сейчас этот момент смотрится не кстати. Типа, до этого она не пыталась, а тут раз. Я помню, что во второй серии она могла победить Кошмара в роли Лу. И, как сказал сам динозавр, у нее бы это даже получилось. Я все ближе начинаю подползать к критике, но я прям хочу обговорить этот момент сейчас. Хорошо, оставляем ситуацию с тем, что она пытается наколдовать оружие. Это экстренная ситуация, где нужно обязательно помочь подруге. Если бы до этого на ярмарке она тоже пыталась наколдовать что-то. Например, смотря как это делает ее, в скобочках, учитель. Ну и могли бы уже дать ей оружие. Было бы смешнее, если бы она его призвала, но при этом пользоваться не знает как. Или она в этот момент радуется, типа, я нашаманила, и в следующей сцене ее сбивает та крыса. Можно было бы даже показать реакцию Лу, как она бы сначала слегка удивилась, а потом вот это. Вспоминаем мои мысли. За весь мульт Лиандра ничего особо не делает. Вот я окончательно умру, если потом одного ледяного персонажа ей поможет донести тот же ключник. Вот не надо, нет. Пусть Лиандра, например, уже видит сторожку, пытается там докричаться, но ее не слышит. А кричит она, потому что уже устала, она довольно ленивая, как мы знаем. И, собственно, пускай преодолеет этот момент. Пускай она хотя бы здесь не остановится и пойдет дальше тащить ледяную глыбу в одиночку. Продолжим. Компанию спасает новый зверек, только этот уже разумнее и дружелюбен. Day 92. My research is coming to an end. Фелиция узнала о неком кристалле негасимого пламени от одного коллекционера. Сам кристалл поможет ей растопить весь снег и лед вокруг, а также поможет пройти в какие-то архивы.
О коллекционере мы узнаем позже. Они договорились о встрече в его замке, и этот челик даже билет подогнал. Далее мы видим, что к зданию подошло что-то гигантское и пульнуло льдом прямо в Фелицию, которая, оказывается, все это время была за спинами героев. То самое нечто — это, конечно, тот гигант из прошлой серии. Она заморозила девушку из-за какого-то невыполненного обещания или сделки. А теперь я хочу обратить ваше пристальное внимание на динозавра. Мы, наверное, впервые видим Лу именно вот такой, подавленной. Это показывает, что она все же может испытывать тоску. При осознании, что осталась в Фелиции, она правда стала переживать за нее. Мне нравится, как нам показывают маленькими деталями отношение одного перса к другому, при том, что даже вслух героям ничего не озвучивается. Изначально, как и в случае с мистером Р, я хотела отложить мысли по поводу Фелиции до следующей серии, когда она, собственно, появится. Но, думаю, к тому времени это будет смотреться не к месту, так как, скорее всего, я прогадаю с характером персонажа. Кстати, о нем. Я не до конца понимаю, в чем он заключается. Можем предположить некоторые черты. Лично мне она кажется таким лебедем, но немного крысой. Переговоры с коллекционером ее явно не интересовали, а потому она, скорее всего, собиралась просто как-то скоммунизить этот самый кристалл. На записи девушка довольно воодушевленно себя ведет, и можно подумать, что она добренький персонаж, как и Леандра. Но мне кажется, что тут с ней все не так однозначно. Помните, Ли говорила, какая Фелиция страшная, ужасная? Ну так вот, а что если она и правда такая? Не полностью, конечно, но хотя бы вспомните, что она предположительно может быть другом динозавра, а с кем поведешься, у того и наберешься. Либо же они были обе хулиганками, но Фелиция переросла это. Еще есть у меня мысли по поводу концовки одного из официальных аниматиков. Я опять отвлекаюсь, это снова. После того, как Фелиция просыпается, мы видим, что у нее какие-то уж совсем обшарпанные стены. Прочитать человека по его стенам. Есть несколько предположений на этот счет. Первое — это то, что девушка у нас живет в нищете, и только в Дримленде она может представлять себя остроумным ученым. Второе — Фелиция может быть даже не девушкой, а каким-нибудь пацанчиком, который извозюкал всю комнату. Понимаю. Вот лично мне интересно, а будет ли в мульте такой персонаж, что в реальности он одного пола, но в мире снов другого? И да, по последующим сериям мы поймем, что сноходцы могут как угодно менять свой облик. Хотя нет, вру, мы это еще в начале видели. Так что такая теория вполне имеет место быть. Теперь хочу увидеть Леандру в виде птички. В 10-й серии опять происходит небольшая перепалочка из-за того, кто будет растапливать лед. Это, наверное, единственное, что меня по-настоящему раздражает в Лу. Ну успокойся ты уже. В этот раз Булочка уже намеренно играет с эгоизмом динозавра. Вот о чем я говорю. Главному герою нужна какая-то своя сила, чтобы быть интересным. Она может влиять на Лу для достижения их общих целей. Это дополняет характер поведения Леандры. То есть она хоть и боится свою подругу, не знаю, можно ли их так называть, но все равно может над ней подтрунивать. Не как сама Лу, конечно, но в своем таком простом стиле. Узнается, что лед-то непростой, и магией сноходцев его не разрушить. А потому девчонки вспоминают о том самом кристалле на записи. Лу поясняет, что замок с цыганскими фокусами. Туда можно попасть только по билету, сказав пароль. И времени в самом замке по сути нет. То есть девушки в любом случае попадут в назначенное Фелицией время. Ой, как удобно. Я сейчас опять отвлекусь, но что происходит с Фелицией, пока она вот в таком состоянии? То есть в реальности она просто спит или она без сознания? Как долго она здесь? Так, стоп. А может ли это быть причиной, по которой Леандра появилась в Дримленде? Судя по тому, что ей какие-то вещи сны про Фелицию снятся. Ну окей, вот если задуматься об этом в таком ключе, то уже реально становится интересно. Еще мы, кстати, узнаем, что Лу тоже знает коллекционера и уже встречала его. Но не в том смысле, в котором он хотел встретить Фелицию. Чтобы динозавра не узнали, а ему, как мы поняли, тут далеко не рады, Лу превращается... Ли в очередной раз охреневает, а я нарекаю Луи злодеем-британцем. Ну и, конечно, про масочки не забываем. 11-я серия... Особенно это понятно по тому самому танцу между персонажами. Ну как же на балу и без танцев? Авторы даже, по-моему, отдельный видос с фанартами по этой теме сделали. То есть на этой серии прям делали большую ставку, особенно учитывая, что тут фигурирует очень много персонажей на фоне. Но об этом мы поговорим, когда дойдем до визуала. Леандра теперь у нас может разговаривать с Лу мысленно, типа телепатии. Правда, не знаю, могла ли она до этого так делать. Просто здесь у нее опять все с первого раза получилось. Я могу объяснить такой момент лишь тем, что, например, обычным среднестатистическим сноходцам все дается с первого раза.
То есть это как для нас, например, просто говорить. А у Булки эти способности очень долго себя проявляют. Кстати, узнается, что народ в замке собрался не совсем доброжелательный. У них тут проводится какой-то нелегальный аукцион. А управляет всем этим... Потому что он, сука, доминант, понимаете? Он босс качалки, он босс этого подземелья. Фистинг у него стоит $300, понимаете? $300. Радольф довольно мерзковатый дед, который кроме своих аукционов ничего не делает. Сидит в своем замке, мутит какие-то интрижки. Сам по себе персонаж занятный. Он скорее как тот же самый Фелшмерц. Я просто грустный мужчина. Сижу на диване в темноте. Это очень печально. Или Джек Хорнер из недавнего «Кота в сапогах». На второго он, кстати, смахивает больше всего. Такой комичный антагонист, который, конечно, делает всякую лютую срань, но берет своей харизмой. К сожалению, дед появится только на одну серию, так что жду его дальнейшего появления. Скорее всего, он просто так не оставит дело с кристаллом. Девчонки, с нюансом, выпутываются из танцев и уходят искать комнату Радольфа, где он наверняка и держит артефакт. Пока они идут по коридору, Луи подбирает какой-то ключик. Очень, кстати, напоминающий крылья той самой крысы Фелиции. Зверька, кстати, зовут Кулихерия. Уж не знаю, откуда здесь этот ключ и почему там написана цифра 7, но можно предположить, что Фелиция и Лу забыли его, когда были здесь в прошлый раз. Я ненавижу Фелицию. Заходит, значит, наш многоуважаемый дед и его охранник, которого зовут Джерри. О втором персонаже пока мало что известно, только то, что он сильно переживает за свою семью, которую, в свою очередь, Радольфа может тронуть. Но зато у Джерри хвостик приколдесный. По крайней мере, мне нравится их с блондином динамика. Типа, дед у нас такой вроде главный, но при этом легкомысленный. А подручный, наоборот, мистер интеллект и периодически выстреливает логические мысли. Задание, бля, выполнено. В общем-то, чтобы выбраться из самого замка, Лу превращается уже в настоящего динозавра. И они с Леандрой улепетывают на фоне красивых взрывов. Угадайте, кто? Динозавр пошел разбираться с ней один на один, ибо женщина уже собиралась их всех замочить. Нашей булочке придется уйти, прихватив с собой Фелицию и Кристалл. Уж не знаю, как она их потащит. Возможно, кстати, наконец, адекватно воспользуется телекинезом. О самом Титане мы пока сказать вообще ничего не можем. Скорее всего, хоть какую-то информацию мы узнаем в следующей серии, 14. Но как минимум можно сказать, что дама сама по себе довольно роскошная и суровая. Так же, как и Лу, фанатична к сделкам. Если подводить итог об истории, то мы пока находимся в самом начале. И сказать что-то объективное о сюжете трудновато, ибо, понятное дело, мы еще не все видели. Лично мне интересно, что будет дальше и как закончится арка с Фелицией. Сможет ли она, например, дружить с Леандрой. Мне нравится такой приключенческий жанр. В каждой серии происходит какая-то движуха. Герои перемещаются по множеству локаций, и ты, по сути, не можешь заскучать, особенно из-за харизмы Лу. Конечно, самое главное в этом мульте — это персонажи. Вот этот наш незаменимый разношерстный дуэт, который наверняка скоро еще пополнится новыми участниками. Вот, в общем-то, и весь пересказ основного сюжета с моими комментариями и рассуждениями. Но вы наверняка заметили, что видос все еще продолжается, и это не концовка. Все потому, что я хотела рассказать о, так сказать, DLC Дримофрении, предыстории до событий основных действий в мульте. Здесь у нас уже не анимация, а комикс, где все повествование идет от рассказчика, а не в привычных нам диалогах. Although this probably wouldn't save the young Dreamlander from a sudden attack of a giant nightmare, she still felt safer that way. Этот спин-офф скорее нацелен на true фанатов, то есть он не обязателен к просмотру, но интересен тем, что тут нам говорят о другой стороне медали, а именно о жителях Дримленда. Тут у нас на данный момент всего 3 серии, и, насколько я поняла, тоже 2 главных героя, вот только кто из них геморрой, пока не определила. Пубертатная язва. В первой серии нам показывают небольшое приключение главного героя, Мелиссы. Обычный среднестатистический житель Дримленда. Она в ужасе удирала от Лу, ибо заприметила ту при краже еды в магазине.
У динозавра слегка другой дизайн. А потому из-за пережитого ранее ей захотелось рассказать об этой стычке в местном интернете. И даже нашла похожие истории у других людей, в том числе и тех, кто резко негативно настроен на самих сноходцев. Один из таких чувачков как раз позвал Мелиссу на встречу для разговора об этом вживую. Девушка, конечно, соглашается, слишком быстро, как по мне, мало ли кто тебя мог позвать. On the appointed day, Melissa came to the meeting place. В комиксе у нас нет привычных диалогов, а все повествование идет от рассказчика. Надеюсь, в этом есть смысл, потому что я его разглядеть не могу. Из-за этого не так много проблем, но, если честно, трудно определить, какие у персонажей характеры, вот лично для меня. Давайте я буду отталкиваться от Леандра. Мелисса, в отличие от нее, довольно смелая, раз решилась записаться в группу антисноходцев. Не общительная, так как нам не показали ни ее друзей до вступления в клуб, ни родителей, что еще страннее. Они вообще знают об этой группе и как относятся к тому, что их дочь туда ходит. Ну и, наверное, в отличие от Леандры, она не сильно бесполезна, хотя это, конечно, не черта характера, а нахождение в определенном коллективе. Все еще маловато отличий, как по мне, надо больше. Есть предположение, что Мелисса как булочка обе творческие люди, но это я основывала на прикиде самих девушек. Оказывается, внезапно вот оно как получается, что вот оно что. Наш Карл приходит в назначенное место, но чел, что ее позвал, пришел не один, а сразу со всей группой. Недопонятый гений. Чувачок по имени Ник, наш второй главный герой. Собственно, он координатор всей этой группы и, по моим предположениям, самый старший. По виду немножечко эмо-бой и скрытный такой типаж, все время в капюшоне ходит. Ну то есть этот чувак, опять же, полная противоположность Мелиссы, она вся яркая, а Ник чисто серый. Finally, Nicholas mentioned Dreamwalkers. После небольшой беседы и упоминания Лу, наша девчонка все же решается вступить в их банду. И ей даже выдают браслетик с фирменным знаком. Она, кстати, довольно быстро находит с ними общий язык и также быстро перенимает их взгляды по поводу сноходцев. Естественная ситуация, так как вся эта компания смотрит на конфликт только с одной стороны. Оказывается, что всем вот этим, будем говорить, культом, управляет отец нашего гения. И, собственно, убежище их находится в его кофейне. Ой, как удобно. Пока мы не начали говорить о второй серии, время теорий, вот меня во время просмотра Дремофрении не покидала мысль, зачем сноходцам еда в мире снов? Им нужно питаться, чтобы силы восстанавливаться или нет? Или они едят просто по привычке? Вот Лу, получается, специально обворовала магазин. Но вдруг не просто, чтобы, типа, беспорядок устроить, ну и да, банально, чтобы поесть. И если сноходцам не нужна еда, они питаются в реальном мире, то вот Лу она необходима. Вспоминаем теорию, что она вообще не вылезает из Дримленда, и поэтому ей ничего не остается, кроме как искать еду здесь. Возможно, даже когда девушка уходит из сторожки ключника, на самом деле она просто куда-то улетает, не возвращаясь в реальный мир. А мы продолжаем, начав смотреть вторую серию. Здесь внезапно таймскип на 2 года вперед, и нам представляют батю Николаса, злодей-британец. Забудьте про этого парня. На самом деле, что Грэм, что Ник оба выглядят мутно. Точно так же, как и ключник, если честно. Отец организовал весь этот культ, чтобы наконец изгнать всех сноходцев из их мира. Как я уже говорила, жители Дримленда боятся и кошмаров, и сноходцев одинаково. Для начала наш британец хочет выяснить, как сражаться конкретно с кошмарами, чтобы потом можно было обходиться и без помощи сноходящих. И для этого ему необходимо отловить одного или парочку полубогов. Ведь они-то знают, что можно применять при столкновении с этими тварюгами. Еще хотела бы дополнить, что самих кошмаров жители мира снов не видят. Они могут увидеть только сгустки тумана, в отличие от сноходцев, которые, в свою очередь, могут лицезреть их прекрасные лица. И как нам здесь объяснили, кошмары окутывают вот этим туманом, и все, вы оказываетесь в отключке. Ну или в каком-то трипе. Забегу немного вперед и скажу, что нам до сих пор так и не показали, как выглядят люди или сноходцы, окутанные кошмаром. Именно их внешность и поведение. Надеюсь, нам уже скоро покажут это, потому что мне уже становится неинтересно. Загадки и секретики. Собственно, как их шейки-лейки найти сноходца. А там же, где есть кошмары. Герои видят по новостям, что в одной из деревень как раз такой объявился. И Грэм отправляет наших балбесов туда. И они находят кошмара. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный.
Ладно, на самом деле, мы здесь наконец-то видим, что мерещится людям в тумане кошмара. Да, это их страхи, только уже в физическом обличии. Можно предположить, что страх Мелиссы — это одиночество, ибо вокруг нее сразу никого не оказалось, ее группа просто пропала. Ну и, конечно, появилась стрёмная Лу, которая, видимо, теперь является главным триггером героя. Меня напрягает только одна вещь. Что происходит, когда жители Дримленда спят? Да ты заебал. Им тоже снятся сны только про наш реальный мир? Или что? Сон во сне, огонь в воде. На этом клиффхенгере заканчивается вторая серия. В принципе, хочу сказать, что в данном спин-оффе сюжет продвигается намного быстрее. Скорее всего, из-за того, что здесь будет не так много серий, ну и естественно, потому что это формат комикса, а не полноценной анимации. В следующей серии выясняется, что Карла все-таки спасли от кошмара. Правда, очки по какой-то причине повредились, либо это Мелисса так неудачно приземлилась, либо это воздействие как раз-таки кошмара. Все быстро переместились в какой-то бункер, а управляет им какой-то мужик. Мистер Штейн поясняет, что неподалеку был его магазин, и как раз под ним сейчас ребята находятся. Выглядит он внушающе. В бункере куча камер по всей деревне. Видимо, он слишком часто туда палит, ну либо он просто аниматор. Этот чел один из оставшихся людей в деревне. Мне кажется, он просто не смог вовремя уехать, когда напали кошмары. Либо ему пришло в голову оставаться в своем доме до последнего и хоть как-то его защитить. Правда, жену с ребенком он не смог уберечь, и нам точно не говорят, но семья Штейна, цитата, представляет для них угрозу. Именно, опять же, непонятно. Наши чуваки решили не разглагольствовать сильно, кто они и с какой целью сюда приперлись. Лишь сказали, что хотели заснять кошмара. Ну и, собственно, Штейн в это верит. Ребята слышат снаружи какие-то громкие звуки и выясняют, что там уже тусец находится. И даже не один, а два. Кошмара они уже победили. Это наша старая добрая Лу, и, наконец, новость находится. Я не знаю, какое интро ему придумать. Халявное камео? Насколько я могу судить по диалогам, Шон у нас намного более серьезный, чем вообще все остальные сноходцы, которых мы уже видели. Этим он мне нравится. Классное сочетание вот этого темного цвета и ярко-бирюзового. Еще у него глаза друг от друга отличаются. Возможно, в реальном мире у него глаза с крестиком вообще нет. Много у него акцентов в дизайне на пернатых. У нас был любитель крыс, теперь еще и любитель птичек. Вообще их дуэт с Лумой представляется тем, что они вот прям любят посоперничать и из-за этого часто собачатся. Но при этом, я думаю, они вполне могут дружить. Их разговор подслушивает наша группа. И Лу при этом упоминает ключника. И, естественно, Мелисса и Николас без понятия, кто такой этот ваш ключник, но сразу решают, что этот чувак может быть еще одним ключом к их миссии. На этом серия заканчивается. Вот это, наверное, самый интересный клиффхенгер за этот комикс. Интересно еще то, решат ли они поймать Шона. Они же по изначальному плану хотели сноходца загробастать, а Шон как раз остался один в этой деревне, ибо Лу не захотела убирать за собой все разрушения. В общем, мы наверняка узнаем это в следующих сериях. Дальше-то что было? Что было? Вы кто? Если говорить об общих ощущениях от комикса, то поначалу мне не сильно зашел данный формат, ибо я веб-комиксы как таковые не смотрю. Мне больше нравится именно веб-анимация. Ну и чтобы диалоги были, без них никуда. И все же данный комикс хорош, визуальной зачиткой. Есть плавные переходы между условными сценами, какие-то небольшие эффекты, типа помех или, например, солнечных лучей. Мелисса с Николасом мне интересны так же, как Лу с Леандрой, хоть и все четверо далеко не до конца показали себя. Тем более, что они на разных сторонах баррикад. Скорее всего, никто из них не будет прав. Тут будет серая мораль, что и сноходцам надо свыкнуться, что их могут ненавидеть, что антисноходцы должны принять, что не все боги реального мира плохие. Может быть, даже такое случится, что Ли перейдет на сторону Мелиссы, а что вот они, я думаю, бы вполне сдружились. У нас есть несколько выпусков ответов на вопросы от персонажей. Довольно много мемов и небольшие факты о лоре. Сами по себе все эти выпуски интересные. Самое важное — это интерактив со зрителями. Проблема в том, что те детали, которые есть здесь, я не нашла в мульте. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? О, нет. Опять же, тот пример с именем мистера Р, или по типу того, что ключник у нас оказывается не единственный, а их несколько. Или тот самый круговорот с деревом из угол. Почему я должна узнавать его тут, а не тут? Я-то узнала, потому что весь канал обшерстила. Я сомневаюсь, что большинство зрителей будет смотреть что-то помимо основы. Ну да ладно. Существует пока 4 аска ответов на вопросы. Тут можно подчеркнуть некоторые факты о героях, или всю их, историю.
ну и, собственно, их побольше раскрыть. Из интересного у Лиандры это то, что она рисует одну занимательную мангу. It's about an artist who was betrayed by one of her best friends. Later, her friend admits the guilt and decides to make up only to find out that the artist has disappeared forever. А Лу ничего особенного нет, разве что кроме гитары. Надеюсь, ее-то она не скоммуниздила. А ключники давайте как-нибудь потом, но не в этом обзоре. Мистер Р, ну, он есть, а это самое главное. Затронем тему вне сериальных материалов, а именно мемы и аниматики. Была у нас тема, что Фелиция может оказаться не такой уж и хорошей. И как раз в одном из старых мемчиков она представляла из себя, ну, чуть ли не Лу. Аниматик, который был создан чисто про историю персонажа, немного сгладил углы. Там нам и представляют, как данная барышня дошла до идеи с лабораторией и с теми самыми архивами. Она предлагала другим сноходцам поддержать ее идею, но те не согласились. Ученая пошла на отчаянный шаг и, как я поняла, совершила ту самую сделку с Титаном. Типа, чтобы у нее было больше сил, видимо. На самом деле, здесь довольно хорошо показаны способности Фелиции. То есть, ну она прям тащит. Мне кажется, она вполне может потягаться по силе с Лу. Это определенно поднимает ее в моих глазах. На мой взгляд, она пока что самый интригующий персонаж с точки зрения ее характера. Конечно, показывают ее слабости, что сразу с первой попытки она не может одолеть толпу кошмаров. Из-за чего она повторно идет на сделку, либо как раз ее нарушает, потому что использует эту силу второй раз. В видениях Фелиции есть такой момент, что хоть она и готова сражаться, но ей совсем не нравится идея того, что люди Дримленда могут пострадать. И меня, если честно, озадачила реакция Лу, потому что ей, по-видимому, вообще плевать, что будет с обычными людьми этого мира. Лу, скорее всего, думает, что, ну, раз уж это мир снов, то и люди здесь не настоящие, а значит, можно о них особо не париться. Это жутковато. Фелиция от таких выводов не падает духом на подругу, а напротив, злится на себя причем, потому что если произойдет разрушение города, она будет винить себя, а такого девушка не может допустить. И в этот момент она еще больше поднимается в моих глазах. Ну, а Лу, как вы поняли, уже на дне, ее уже ничем не спасти, она вместе с Родольфо плавает. В общем, в аниматике все заканчивается хорошо. Фелиция все-таки побеждает, истощив себя просто по максимуму, зато не зря. Сейчас мы начнем обследовать самый сок, а именно предысторию Лу. Динозавр, значит, прилетает в сторожку и через окно видит, как все остальные ребята веселятся и что-то обсуждают. Нам, по-видимому, показывают прям всех сноходцев, не детально, чтобы не спойлерить их образ. То есть здесь у нас будущее показано. Или не совсем, так как повествование идет именно от Лу. Есть предположение, что это она себе представляет такое будущее. Ведь в чем сюжет? В том, что Лу видит, как остальные ребята веселятся сами, без нее. Без динозавра им намного легче, а если бы наш панк все-таки зашел в сторожку, то, думаю, сами понимаете, настроение бы у всех упало. И что здесь самое крутое, Лу это прекрасно понимает. Она понимает, что со своим характером никому, извините, не всралась. Все ее терпят, потому что она тоже находится. Ну, ей тоже нужно выполнять свои задачи, потому что она сама по себе сильная. Это хороший конфликт для персонажа, где главный герой не вписывается в компанию из-за своего же поведения. Он, возможно, жалеет об этом, но никогда сам не признается. Был один мульт, где персонажа тоже ненавидела все его окружение, но там это, буду честна, немножко всратенько показано. Нет, погодите, я даже вспомнил два мульта. Вот если у нас цель в сюжете изменить взгляд окружающих на Лу, то есть чтобы они тоже принимали ее, она сама должна претерпеть изменения. Ты можешь сделать правильно! Все можешь поменять! Естественно, сама она ничего не сделает, а просто будет бомбить. Динозавру тоже нужен человек, который ее направит в нужное русло, который, возможно, будет понимать ее собственную дилемму. Я вам так скажу, такого персонажа, как Лу, будет очень трудно изменить. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы она стала добрее к другим сноходцам. Естественно, не только она должна пойти им навстречу, но и сами ребята, кто, собственно, может ей помочь. Я бы выбрала Фелицию, потому что она, походу, самый близкий к Лу человек, но и внезапно также я могу выбрать Лиандру. У нее ведь похожая ситуация. Она изгой, ничего не умеет, мешается под ногами. Скорее всего, у нее тоже появится мысль, что она никому здесь не нужна. И вот тут у нас параллель. Лу недолюбливают не за ее силу, а за ее характер. С булочкой же другой случай. Сама по себе она хорошая девочка, но вот способностей кот наплакал. Давайте будем копать дальше. Значит, нам показывают прошлое Лу. Не совсем флешбеки, а просто динозавра в разные промежутки времени.
И вот в самом далеком прошлом она выглядит нормальной. Я бы даже сказала, хорошей девочкой. Да, все еще хулиганистость в дизайне видна, но не настолько явная. Хотя вот ее улыбка меня настораживает. И вот в этом меме показывают, можно сказать, падение главного героя. То есть было все хорошо, случился случай, теперь ГГ мудак. Это нонсенс, это полная катастрофа, это избиение младенца. У Лу глаза необычные, а слегка пурпурные, но раньше они у нее были белыми. И, блин, я даже не знаю, что здесь можно предположить. У нее даже здесь вот этого фирменного плаща нет. Был какой-то платочек, но и он куда-то делся. Кстати, шарфик похож на тот, что есть у Шона. Есть еще один спорный кадр. Вот здесь у чувака наряд очень похож на плащ Лу. И мы с вами не знаем, кто это. Но можем предположить, что какой-нибудь родственник Лу. Потому что я не думаю, что она бы потом носила плащ какого-то левого чела. И судя по эмоции, динозавру не сильно по нраву находиться рядом с этим человеком. Ну, либо она обиделась, что игрушка какая-то не очень. Ну и на последние хроники дерьмофрении. О кошмарах мы, в принципе, все знали уже из самого мультсериала. Разве что интересная деталь. Ключник тоже не знает, откуда появились эти создания. В хрониках о самих ключниках нам показали уже не 3, а 4 ребят. Не считая главного деда. Не знаю, кстати, почему ключник не упомянул вот этого чела. Потому что вот этих на вопросы остальным он даже характеристику дал. Может, это какой-то личный враг ключника или его злой брат-близнец. О Каргитаврах мы не знаем вообще ничего, так что тут можно будет разгуляться. Данные существа, по словам рассказчика, довольно воинственные особы. И, скорее всего, одни из самых разумных. Живут они стадом, племенем, где ведется прям-таки жесткая диктатура. Они не сидят на месте, у них нет какого-то определенного дома, в отличие от сноходцев и ключников. Им по кайфу путешествовать. Они нелюдимы к другим народам, если только у них нет чего купить. Обучают бойне их прям с самого детства. И по совершеннолетию их отправляют на испытания, прямиком во взрослую жизнь. Кстати, в той серии, где они появились, как раз шла речь про обучение щенков. В хрониках о зугах всю информацию я, в принципе, уже пересказала о том самом дереве. То, что звери появляются прямо из него, и взамен приносят ему дары. Показали, кстати, еще одних предводителей племен. Возможно, их мы тоже увидим. Интересно, кто страшнее, зуги или кошмары? Все, блок с сюжетом закончился. 23-я страница сценария. Охуительно, ребята! Теперь давайте, наконец, перейдем к выявлению плюсов и минусов самого веб-мультсериала. В жанрах этого мульта указана мистика, приключения и нотки детектива. Насчет последнего я вообще не поняла, какой детектив, откуда. Это о пасхалках на фоне, что ли? Да, забыла упомянуть. Практически в каждой серии можно найти данные надписи, что вроде как должно сформировать ссылку. Сейчас, мне кажется, такие штуки уже устарели. Догадки и секретики. По крайней мере, мало мультов практикуют вот такие плюшки. Приключений здесь навалом, есть даже периодические драки. Было бы круто увидеть, как динозавра, например, вырубили каким-то чудом, или Андре бы пришлось самой сражаться со всякими тварями. Даже, например, не с кошмарами, а, возможно, с кем-то новым. Я большой любитель всякой мистики. Мне нравятся всякие мифы, которые мы часто видим во всяких фэнтези. Я не очень люблю мультсериалы о повседневной жизни. А если и смотрю такие, то там обязательно да будет что-то необычное. Особенно, когда в сюжете главные герои совсем не похожи друг на друга, и косвенный сюжет может двигаться именно на этом. Я люблю контрасты. У меня даже собственный проект будет называться «Антипод». Формат сюжета мне нравится, да. Но есть еще такой прикол, что серий могло быть и не 13, а буквально 5. Смотрите, соединяем первые 4 эпизода в одну серию. Тут нам сразу всех персов показывают. Ближе к концу происходит махач с кошмарами. И в самом конце появляется основной конфликт между главными героями. И, возможно, затравочку из 5 серии, вот этот сон Леандре, выдернуть, или фразу «спаси меня», и добавить, даже в сцену после титров. И по той же схеме соединить оставшиеся серии. Вторая серия связана с зугами и каргитаврами, об этом я уже до этого говорила. 3 про лабораторию, 4 про замок, а 5 про кристалл и освобождение Фелиции. Самое смешное, что они так и сделали, но только в 20 минут. Ну, а все, уже поздно метаться. Не видит, что ли, это никто, думаешь? Все видят. Естественно, есть люди, которым будет плевать на хронометраж. Главное, чтобы была история. С этим согласна. Не каждый захочет добавлять какие-нибудь натужные дополнительные сцены, просто чтобы в формат попасть. Или наоборот,
наоборот, не будет что-то вырезать для сокращения серии. Давайте я обобщу, чтобы не было недомолвок. Мне не нравится хронометраж серии не потому, что он маленький или не подходит под стандартные 20-минутные серии мультов. Из-за того, что серий много, как бы должно сложиться впечатление, что и сюжета столько же. Но это опять же обманчивое ощущение. Да, я сама сейчас долго про сюжет распиналась, но по итогу-то это все равно только начало истории. Автор мультсериала, как мне кажется, слишком много акцента делает на визуале. Вы видели, какой здесь лайн? Он отличный, но при этом супер запарный и отнимает очень много времени, как по мне, которое можно было бы потратить на больший хронометраж, а соответственно и на сюжет. Я знаю, как Хэллоуис любит строить неторопливую историю. С одной стороны, это похвально, мы так сможем посмотреть на большее количество взаимодействия между персонажами, как они там долго притираются и все такое. Но с другой стороны, мы же итог будем ждать очень долго. Это я к чему? Картинка важна, но не так сильно, как история. Над картинкой можно не так сильно запариваться. Вам не обязательно создавать идеальную анимацию. Данный фрагмент мультфильма важен лишь для визуального повествования, а, соответственно, не для истории. Он может выглядеть по-разному и даже так быть интересным. Может быть как студийным, так и любительским. Но я думаю, очень важно вот разделять как раз эти две группы, чтобы люди не требовали от вас чего-то большего, чего бы вы, даже если бы захотели, не сделали. Я не имею в виду делать специально всратую анимацию, потому что тогда лично я просто не смогу смотреть такой мульт, у меня глаза сломаются. Я, конечно, тоже в этом обзоре буду критиковать анимацию, но держите в уме, что это в первую очередь указывание на ошибки. Правки, которые можно исправить в дальнейшем, если у автора проекта будет на то желание. Я говорю от своего лица, как мне бы хотелось, чтобы проект выглядел, а я, как вы поняли, могу не намеренно завышать планку для таких любительских работ. Хотя даже так я не назвала бы Дримофрению прям уж любительской работой. Тут довольно много труда вложено. Если и делать эпизоды с таким маленьким хронометражом, то надо создавать законченную историю, а не обрывочную. В отличие от первых серий, конечно, в следующих с наполненностью получше. Например, 9-я серия в лаборатории просто отличная. Там есть и начало с экспозицией, что героям нужно найти генератор, чтобы дальше прослушать важную запись. Присутствует неплохая драка, кстати, не с кошмарами. Про сам вот этот момент с генератором. По сути, вся серия началась из-за того, что Леандра косвенно знает во всех этих вещах. Она упомянула, что такие же генераторы есть на работе отца. Кстати, здесь тоже можно было продвинуть сюжет так, что именно Ли включила генератор. Но нет, опять упустили возможность. Но как эта серия заканчивается? Wait! We had a deal! Welcome to Uganda. Хочу, кстати, подметить, что Дримофрения вышла раньше «Семьи мудаков», как сказал один из моих комментаторов. В то время еще, по-моему, не было такого слова веб-мультсериал. Все бы ничего, можно было бы сделать такой формат серии, но я понимаю, что с другой стороны такой ход, возможно, бы не сработал. Ибо если бы создатель, как я уже говорила, аниматор у нас всего один, делал такие полноценные 5 серий, то нам бы их пришлось ждать намного дольше. Привет, курьер! Это самое сложное в веб-мультсериалах, ибо здесь нужно не только вот просто сделать продукт, но еще при этом не отпускать аудиторию. Да, на канале периодически появляются мемы и рассказы о лоре, но этого явно было бы мало. В общем, это неприятная тема, что для создателей, что для зрителей. Будем надеяться, что этот мультсериал все-таки подцепит больше аудитории. Я думаю, это даже произойдет из-за другого проекта Хэллоуис, а именно Иона. Потому что в отличие от Дримофрении, он по сути никак не рекламился, но по просмотрам довольно много набрал. Вполне хорошим ходом будет по чуть-чуть перекидывать аудиторию и оттуда. Я не особо люблю формат Object Show, смотрю этот проект только потому, что автор один и тот же. Но если хотите, можете его тоже заценить. Там визуал то ли в виде покрашенного аниматика, то ли в виде комикса такого. Смешанная техника, в общем. Да и герои тоже своеобразные. Раз уж затронули героев, перейдем к ним. Одно слово. Контраст. Меня всегда цепляет любое произведение, где есть контрастные персонажи. Именно поэтому люблю, когда главных героев двое, а не один. Вот и здесь у нас разношерстный дуэт. А ведь есть еще и другие персы, которые тоже сильно отличаются друг от друга. Лу и Леандра пока не особо работают в тандеме. Оказывается! Вот именно как команда. Потому что основную работу опять же делает Лу. Здесь проблема простая. Один персонаж интересный, другой не очень. Ну только в одном моменте нам показали, что и динозавр может тупить. Этого мало. Их нужно выровнять. Покажите больше слабых сторон Лу и сильных
сильных сторон Леандра. То, что сейчас это выглядит как просто имба-персонаж и бесполезный персонаж. Под выровнять я не имею в виду сделать булочку с сильным сноходцем как таковым. Я говорю про то, что у нас должно быть банальное уважение к ней. Я не знаю, посмотрите какую-нибудь Ким 5 с плюсом, там тоже есть имба и лох, но они при этом оба интересные. Потому что у имбы есть слабые стороны, из-за этого иногда она может лажать. Потому что у заведомо бесполезного персонажа есть свои положительные стороны. Да банально из-за его неуклюжести ребята как раз и побеждают. У меня все же больше претензий именно к Леандре. Ей вообще можно дать параллельную историю, помимо похождений в Dreamland. Например, там родители переживают, что она в последнее время стала какая-то вялая, или она кошке не может корм оплатить. В общем, дать ей личный конфликт, чтобы, ну, хоть что-то интересное было рядом с ней. Типа, Лу — это девушка-загадка. О ней мы должны узнавать по ходу мульта, это и так ясно. Но Ли-то мы, наверное, должны больше знать. В 5-й серии были еще намеки на ее жизнь вне мира снов. Там мы узнали, что обычный мир ей надоедает. Но это скорее просто фраза. Я не помню моментов, чтобы она, например, радовалась, когда попадала в Dreamland или в ту же сторожку. Типа, ура, ну наконец-то я здесь. Или даже без фразы. Это можно показать мимикой персонажа. Вот она появляется у этого дома и там с облегчением вздыхает. Она удивляется некоторым вещам. Да, вот это можно причислить к хорошим деталям. Мы вместе с героем смотрим на новый мир. Но вот именно каких-то личных переживаний ей не хватает. С отрицательными персонажами в этом плане намного легче. Потому что мы наверняка не знаем, что вот он на этот раз выкинет. И раз уж у нас мир снов и кошмаров, почему бы не указать страх Ли? Она не боится всего, как мистер Р. Сука, заткнись, блядь. На некоторых рисунках или моментах с мемов она выглядит довольно уверенной. Но в мульте, в самом-то мульте это мало показано. Разве что ближе к последним сериям она по чуть-чуть начинает вступать в конфронтации с Лу. Даже в конце 12-й серии есть приятный диалог. Sorry, I didn't do it on purpose. But you know what? When I wake up, I promise to make a nice little postcard for you. Just tell me where you live in real life. Вот таких моментов прям надо больше, чтобы мы ощущали характер персонажа, чтобы об него не просто ноги обтирали, а чтобы он еще и на это как-то реагировал, там, давал какую-то альтернативу. Чуть-чуть отойду от темы. Помню, то ли на каком-то подкасте, то ли на стриме автор мультсериала говорил, что под конец сюжета история будет приобретать более мрачные краски. Это круто. Я хочу вот узнать, во что это вообще может вылиться. Но, очень большое но, обязательно нужно делать это постепенно. Сейчас мульт вообще не ощущается как что-то прям мега мрачное. Разве что Фелиция во льду чуть-чуть накаляет страсти. То есть не нужно делать мрачняк резко. Типа, Леандра такая приходит с 14 серии назад, а там, не знаю, ключник с ножом, мистер Р там где-то лежит, дед такой: ага, на самом деле я там главный антагонист, я принес вам шок-контент. В общем, я надеюсь, мы друг друга поняли. Перед тем, как начнем обсуждать визуал, хочу подметить превьюшки самих серий. Они прям стилевые. Собственно, стиль. Почему-то многие говорят, что рисовка на любителя, но, блин, ребят, вы упускаете такой алмаз. Мне нравится упрощенность самого стиля. Для меня он запоминающийся. Знаю, что в самых первых сериях он как будто еще не до конца выверен, но даже там он мне понравился. Разве что в дизайне мне не очень нравятся иногда прям слишком яркие цвета. И хреначе все яркими цветами. Ну вы поняли, я бы их немного приглушила. Теперь анимация. Обсуждать будем только последние 3 серии, потому что первые судить нецелесообразно. Если говорить о плюсах. Анимация здесь достаточно плавная, динамичная. Монтаж самих сцен хороший, особенно это видно из-за двигающейся камеры. А то уже наскучила ситуация, где персонажи болтают, а камера просто туда-сюда 100 раз перемещается без какой-либо смены ракурса. Еще хочу похвалить эффекты. Вообще без понятия, как их делать, я за них не шарю, потому по факту не смогу их критиковать. Если говорить о минусах. В некоторых местах рисковатые движения у персонажей и частенько отсутствуют тайминги. Анимация может быть плавной, но не нужно с этим настолько перебарщивать. Из-за этого герои двигаются однотипно, нет у них вот примитивного замедления и ускорения. Я хочу выделить одну серию про тот самый матерый бал. Здесь, мне кажется, была проделана самая большая работа. Все вот эти фоновые персонажи,
персонажей, то, как выглядит сам замок с красным цветом. Конечно, Родольфо переборщил, но даже так это в какой-то степени показывает характер персонажа. То, что он уже зациклен на всей этой красной роскоши, другого ему и не нужно. Мне нравится, как здесь нарисованы сами персонажи, не только из-за самих костюмов, но еще и из-за палитры. Она здесь тоже контрастная. Напомнила кое-каких персах, которые мне нравятся. Ну и Лу в виде динозавра — это тоже занятная деталь. Итак, сейчас я буду просто разбирать сцены на какие-то ошибки или, может быть, плюсы, которые я заметила. И если это кому-то не интересно, можете не смотреть, а перемотать дальше. В этой сцене я убрала парочку кадров, чтобы падение ощущалось намного быстрее у Лиандры, потому что в оригинале она падала вот примерно так. То есть она даже как будто не падала, а просто парила в воздухе. И вот, кстати, опять же, если проблемы в скорости, я вот здесь обозначила, что можно рисовать такие вот быстрые промежуточные кадры, размазанные, чтобы опять же показать быстроту падения. В Dream of Free это вообще, по-моему, не используется никак. Хотя, если вы заметите, там, в некоторых сценах довольно-таки мультяшные приемы используются. В этой сцене тоже проблема со скоростью, то что здесь персонажи тоже как будто не летят быстро прям, а просто парят. Да, тут, конечно, вот нарисованы вот эти линии, но они не сильно помогают. Это можно было бы исправить, опять же, при внесении вот таких смазанных кадров между вот этими кадрами, даже вот этими кадрами можно было бы. Кстати говоря, о смазанных кадрах, как по мне, выглядит неплохо. Я бы так даже почаще делала. Но тут скорее проблема в том, что они слишком долгие здесь. Тут опять же можно просто некоторые кадры убрать, чтобы рука так долго не отрывалась. Вот в этой сцене скорее проблемы тоже в физике небольшой. Когда Лу приземляется вот так вот довольно-таки быстро, она, как мне кажется, довольно резко замедляется вот в этом моменте. Я бы на самом-то деле ее еще больше вот так вот пригнула, чтобы она прям руку вот так вот согнула, чтобы показать ее прям вес, как она облокотилась на пол от удара. Потому что по факту такое ощущение, будто она телепортировалась просто. Я понимаю, Лу, возможно, может такое делать, но явно этого не подразумевалось в сцене этой. А так, в принципе, приземляется она неплохо, то есть начинается все быстро, прям вообще в один кадр. Но замедляется она правильно. У нее и рука отдельно от всего туловища двигается, потому что она, намного легче весит. Про телепортации в один кадр. Такое используется чаще всего для комического эффекта. Это еще возможно в некоторых случаях для какого-то такого нервозного состояния у персонажа. Хотя даже там добавляют еще пару кадров. Или персонаж может двигаться в один кадр и по сути никак не меняться. Но его атрибуты, там, например, волосы или одежда, изменяются в зависимости от движения в какую-либо сторону. Условно, в первой части движения есть 2 кадра, и в конце движения тоже 2 кадра. Середину либо не делают, либо делают как раз таки смазанный кадр. По крайней мере, Хэллоуис правильно делает, что оставляет вот эти все атрибуты двигаться. Вот в этой сцене сделали смазанный кадр вот с этим стулом, но при этом очень странно двигаются волосы, при том, что остальное тело не двигается. Я думаю, лучше ей просто отрисовать вот эти еще 2 положения, где она готовится замахнуться и как раз облокачивается для удара. Здесь просто забавно, что фон двигается отдельно от персонажей. Ой, сейчас будет больно, но я постараюсь пояснить. Во-первых, Родольфо не садится, он катится с горы. Двигается просто по одной прямой линии. Но по сути, когда мы садимся, мы наоборот идем чуть-чуть вверх. Вот здесь вот замедляемся, допустим, да? То есть мы не облокачиваемся вот так медленно. Мы можем довольно резко сесть, опять же в один кадр, только без вот этих телепортаций. Вот его обычное положение головы, допустим, да, и тела. Но когда он садится, можно его немного даже опустить. И потом он уже приходит вот сюда. То есть, по сути, у нас идет вот такая дуга. Вообще, можете для такого смотреть специальные референсы, даже просто из мультфильмов каких-нибудь. Я думаю, это очень даже поможет. Здесь Лиандра двигается, опять же, по прямой. То есть, вот я нарисовала линию, и буквально она, двигается по вот этому шару. Такого быть не может, если она не робот. Что я предлагаю? Я предлагаю просто, опять же, сделать траекторию головы по дуге вот такой небольшой. Не по вот такой вот прямой, да? Чтобы у нее, например, глаз вот этот был вот здесь, и потом уже сюда вот он поднимался. При этом вообще
когда персонажи поворачиваются, у них, по идее, должен закрываться глаз, они должны моргать. Такое вообще не всегда происходит, но это, знаете, как такое внегласное правило аниматорское. Вот тут я просто хочу отметить хорошее превращение Лу, как раз таки динозавра. Как по мне, очень даже неплохо выглядит. В чем прикол? По большей части здесь просто можно убрать парочку кадров, потому что они, опять же, слишком сильно замедляют персонажа. Он слишком плавно двигается для такой сцены, для прыжка. Вот здесь вот правильно то, что замедляется персонаж. Но вот дальше вот здесь, например, можно, опять же, убрать пару кадров. Этот можно убрать, вот этот тоже. Вот здесь вот он как раз должен быстро приземлиться. Но вот здесь вот, кстати, слишком замедленно. Здесь вот тоже зачем-то замедление сделано. Здесь замедление можно оставить, но вот тут опять же надо ускорить. Получилось как-то вот так. Мы просто убрали парочку кадров и некоторые замедлили. Кстати, не обязательно всегда делать большое количество кадров. Если уж так хочется, можно опять же ориентироваться на аниме, где главное не сколько кадров ты нарисуешь, а как будет читаться движение персонажа. Оно может быть понятно, даже если кадров меньше, чем обычно. Это как раз упростит работу, да и времени меньше займет. Как же трудно быть аниматором! Профессионалы этой области заслуживают большего уважения! Аудиосоставляющая. Будет грехом не упомянуть интро мультсериала, или же опенинг. Он довольно старенький, естественно, потому что вышел сразу с первой серии и пока не менялся. Скорее всего, к выходу второго сезона его переделают. Возможно, не будут менять раскадровку, а просто выполнят более качественные рисовки. Я лично не люблю каждый раз смотреть длинные интро, если там, конечно, не играет крутая музыка. А здесь она меня цепляет. Саундтрек выложен отдельным видосом, так что можете его тоже заценить. Существует уже где-то больше 10 композиций, не считая отдельной для комикса. Мне очень нравится Ostmультайм, потому что сам жанр музыки вкатывает. Та же самая ситуация и со звуком, то есть общим аудиосопровождением. Не знаю уж откуда создатели берут дополнительные звуки, с открытых источников или сами делают. Зачастую в таких проектах бывает, что дополнительного звука просто нет. Или есть только примитивные шаги у персонажей, дождик какой-нибудь и все. Остальное тишина. По части озвучки люди расходятся во мнении. В целом мне она нравится. Голос Лиандры, насколько я знаю, всех бесил еще даже на первых сериях. Okay, this time I'm not falling for it. Сам он звучал-то хорошо, но как-то безэмоционально. Это вот как я сейчас сценарий зачитываю. И я не помню точно с какой серии, но голос Ли поменялся. И ее теперь озвучивает тот же человек, что и Лу. Ну, теперь вообще веселуха. Здесь уже обстоят дела получше. Правда, некоторым людям теперь не нравится, что голос уж слишком писклявый. Голоса мистера Эры Ключника тоже хороши. Первого мы, конечно, не так много слышали. Но зато у деда получается передать своим голосом вот эту позитивную спокойность. И, наверное, мой самый любимый голос у Фелиции и той мадамочки. Голос Родольфо, ну, это что-то божественное. А с предводительницей Зугов такая же ситуация, что и с Лиандрой, но в этом и прикол, что вас должен бесить ее голос. Но самое здесь примечательное — это русская озвучка. Да, сам автор у нас русскоговорящий. И у меня такое ощущение, будто данная озвучка в разы лучше оригинала. Слышь, малявка, давай собирайся. Извините, а о чем идет речь? Мистер Ключник, зачем было посылать Лиандру с этим монстром? То есть сперва ты услышала крик о помощи, потом появилось это огромное лицо, а потом ты проснулась. Ну, привет.
Привет, лохушка. Но, знаете, это похвально, что они улучшают озвучку, потому что, дублировали-то одни и те же люди, а значит, теперь они просто повысили свой скилл в этой сфере. Хотя, вроде, мистера Р дублирует как раз другой человек, который был голосом ключника. Хочу, конечно, упомянуть соавтора Дремофрении, Дмитрия Штейнгарта. Он и музыку для проекта писал, и большинство персонажей озвучил, как главных, так и второстепенных. Если будете просматривать официальный канал мультика, то заметите, что большинство подкастов и внесериальных роликов озвучивает именно он. Я не помню точно, но Дмитрий, по-видимому, еще и переводчик серий. Этот человек тоже очень большой вклад вносит в этот проект. Заметили, кстати, что я особо не затрагивала личность главного автора Дремофрении. Все потому, что я здесь не за этим, мы говорим только о мультсериале. Но если сами хотите ознакомиться с жизнью автора, то можете найти два отдельных канала. Один по творчеству, другой более личный. Можете подкасты послушать. Я вот люблю подкасты. Весь этот обзор /критика нацелен на то, чтобы вы смогли сами оценить данный проект. Возможно, у вас есть личные замечания, которых я не заметила или посчитала не такими важными. Напишите их даже не под моим видосом, а под самой последней серией Дремофрении. Может, ваши какие-то пожелания или просто даже приятные слова. Дремофрения, как я считаю, довольно важный проект веб-анимации. По крайней мере, он был одним из первых, именно такой более хайповый. Я не шарю за Масяню, не надо мне про нее писать. Я совру, если скажу, что следила за ним с самого его начала. Нет, я, если честно, не помню, когда начала его смотреть. Возможно, с серии 6 или 7. Так получилось только потому, что мне не понравилась анимация первых серий. В этом и свое какое-то очарование от веб-мультсериалов. Они поначалу могут выглядеть сратенько, неуклюже, но потом-то чего мы можем достичь? Автор может развиваться по ходу создания серий. Дремофрения, как проект, который делается очень маленьким количеством людей, может вдохновлять на создание чего-то своего. Она, и меня лично вдохновляет. Потому что я тоже когда-нибудь уже хочу дописать сюжет своего проекта и начать его реализовывать. Правда, пока я его буду делать, наверное, уже на веб-анимацию все забьют. Или у нас теперь будут только студийные проекты. Но не будем о грустном, лучше будем думать о более-менее светлом будущем в этой сфере. В общем, до свидания и удачи нам в сфере анимации. И мы наконец-то закончили обзор. А чё мы больше не появлялись? Вбросили в начало, а потом забыли, что ли? That was weird.